Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года номер 188 ФЗ, редакция от 28 июня 2021 года. Статья 158. Расходы собственников помещений в многоквартирном доме. 1. Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доли в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт. Оплата дополнительных взносов, предназначенных для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи. В редакции Федерального закона от 29 июня 2015 года номер 176 ФЗ. 1.1. В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и при этом невозможности использования средств фонда капитального ремонта на финансирование услуг или работ по капитальному ремонту, предусмотренных принятым решением собственников помещений в многоквартирном доме, в определенные принятым решением сроки собственники помещений в этом доме вправе принять на общем собрании собственников помещений в этом доме решение о дополнительном взносе для оплаты указанных услуг или работ и порядке его уплаты. При этом уплата таких платежей не может начинаться ранее, чем за 3 календарных месяца до конечного срока выполнения указанных услуг или работ, предусмотренных договором. Использование средств, сформированных за счет дополнительных взносов, осуществляется в порядке, установленном решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Часть 1.1 введена Федеральным законом от 28 декабря 2013 года номер 417 ФЗ. 2. Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме финансируются за счет средств фонда капитального ремонта и иных незапрещенных законом источников. Часть 2 в редакции Федерального закона от 25 декабря 2012 года номер 271 ФЗ. 3. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещение в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе неисполненные предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, неисполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Часть 3 в редакции Федерального закона от 29 июля 2017 года номер 257 ФЗ. 4. Если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, такой размер устанавливается органом местного самоуправления, в субъектах Российской Федерации, городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления внутри городских муниципальных образований, с учетом методических рекомендаций, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Предельные индексы изменения размера платы за содержание жилого помещения в указанных случаях определяются органом местного самоуправления, в субъектах Российской Федерации, городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления внутри городских муниципальных образований, в соответствии с указанными методическими рекомендациями. Часть 4 в редакции Федерального закона от 3 апреля 2018 года номер 59 ФЗ.